Что уйдет из вашей жизни, а что придет? Давайте посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. И опять-таки мне показывают кардинальные перемены в вашей жизни. Причем в большинстве своем они связаны с переменами в личной жизни. У кого-то раньше, у кого-то позже были эти перемены. Причем как-то вот обрубилась до такой степени, что не хочется вспоминать. Хочется забыть, как кошмарный сон. Период, когда вы отболели, отстрадали, у большинства из вас, я думаю, прошел, хотя кто-то еще все-таки может находиться в таких печальных, скажем так, да, энергиях, которые еще не отпустили ситуацию, либо же, очень свежие переживания, скажем так. Вы человек, который, в общем-то, очень логичный. Вы всегда все хорошо взвесите, все за и против. Вы, если что-то решили сделать, вас уже никто не остановит. Вот если вы приняли решение, то так тому и быть. Вы не привыкли менять свое решение, но это очень может быть в каких-то таких исключительных случаях, да. Но, в принципе, вас переубедить очень, очень тяжело. Далее, что еще? Кардинальные перемены, еще с чем связано? Да, семья. Здесь, скорее всего, семья, причем даже, может быть, вы ушли, любя человека. Ушли. Но мы не будем сейчас разбираться, да, почему вам и было больно, тяжело, потому что очень тяжело уходить от человека, которого все еще продолжаешь любить, который не безразличный. Часто в вашей жизни были какие-то ситуации, которые, может быть, даже не очень поддаются логике. Это может быть связано даже с какими-то мистическими моментами, да. Это могут быть, реально какие-то такие ситуации, где вы, может быть, даже чувствовали поддержку, либо помощь высших сил. Напишите, пожалуйста, ребят, у кого были такие ситуации, можете даже коротко описать, что происходило, да, вот в чем была помощь высших сил, может быть, предки ваши, которые на небесах к вам приходили, вот чем они вам помогали, либо что такого было интересного в вашей жизни. Вы человек, который любит компании, но компании должны быть очень такие близкие, теплые. Это не значит, что вы там где-то по ночным клубам. Нет. Вам вполне достаточно пару-тройку близких людей, там друзей, либо же даже это родственники. Кто-то, может быть, с семьями дружит, да. Поэтому вот, как-то вы очень-очень-очень тепло проводите время только в теплом, близком кругу. Далее, что я вам еще хотела бы сказать, что те из вас, кто находится сейчас там, где горячо, опять-таки мне показано, что есть некая такая напряженная ситуация, да, может быть какое-то обострение, но в принципе это все вас минует, обойдет стороной. Все обострения, все такие очень опасные моменты, как бы сухим выйдете из воды, да, и выходили из воды. То есть вы как будто любимчик высших сил. У вас очень классные покровители, у вас очень классная такая защита свыше. Но что мне показано, есть такое присутствие, ощущение тотального одиночества. Это может проиграться либо одиночество вдвоем, это может, да. Кто-то из вас сейчас находится скорее, это семья, либо же отношения с холодной женщиной, эмоционально холодная, да еще которая врет, привирает, то есть которая не дает вам тепла и с которой вы очень часто конфликтуете. Кто-то из вас, возможно, потерял такую женщину, да, то есть кто-то еще в отношениях, кто-то потерял, и поэтому вы одиноки, и есть даже некий страх, что можно опять-таки нарваться на такую же женщину. Поэтому здесь может быть пауза в личной жизни, осознанная.
Плюс, ну, здесь еще тотальный страх от ну, вранья. Страх, чтобы снова не появилась женщина, которая будет опять-таки обманывать. Здесь, наверное, на уровне подсознания этот страх. Но давайте-ка разбираться, мои хорошие, что уйдет, а что придет. Я буду разные ситуации говорить, как всегда, а вы переворачиваете под себя и кому что подходит. Итак, что уйдет? Давайте сначала посмотрим, что уйдет. У кого-то из вас, кто сейчас находится, может быть, в конфликтных каких-то энергиях, да, это может быть женщина, причем здесь, скорее всего, любимая женщина, может быть, это у кого-то любовница проиграется, то есть с которой вы могли быть в конфликтах, в терках, может быть, разошлись, ну, разъехались, я имею в виду. Это не тот развод, о котором вы можете подумать. Нет, это просто временный такой расход. Здесь идет примирение, то есть конфликт уйдет. То есть здесь абсолютное налаживание отношений. Потому что у вас у обоих еще есть чувства. Как бы вы там ни ругались, ни бодались. Причем эта женщина сама сделает первый шаг. Но, повторюсь, это касается не тех, кто прям, ну, уже поставил точку, кто уже официально развелся. Это могут быть отношения, это может быть вроде бы вместе и живете, да, но не расписаны. Ну, то есть вот такие вот терочки могут быть. Далее, что еще уйдет? Ну, постоянно мне почему-то конфликты. Смотрите, конфликт по работе у кого был. Также здесь идет урегулирование. Может быть конфликт с начальством, может быть конфликт с какими-то коллегами, там, напарниками, сотрудниками, неважно. Здесь уходит конфликтная энергетика, причем вы вот как-то поговорите даже с этим человеком, с которым конфликтовали, поговорите и наладите взаимоотношения, и они, может быть, даже станут более теплые. Вы можете даже как-то разобраться и в себе, и вообще в ситуации, еще больше разобраться и понять, что, в общем-то, может быть, даже где-то ваша вина была, может быть, вы что-то не так поняли. Ну, то есть здесь все устаканится и будет очень и очень классно. Далее, что еще уйдет? Здесь может еще проиграться ситуация, если кто из вас, может быть, недавно познакомился с женщиной, в которую, может быть, вы даже влюбились, так сказать. Здесь женщина может не очень хорошо поступить. Она может себя вести непонятным образом. То есть, вроде бы она вам нравится, но она себя может вести то появляться, то пропадать. То она занята, то она какие-то отмазки ищет, да, чтобы с вами не встречаться. Но здесь я думаю, что, скорее всего, вы побудете какой-то период, ну, в таких тупиковых энергиях, да, будете голову ломать, да что ж такое, да вроде бы я и хочу с ней быть, но она как-то себя по-странному ведет. Вот она какая-то таинственная, что-то она скрывает, она вам что-то не договаривает. Плюс она еще потом покажет и зубки свои. Ну, я думаю, эта женщина отпадет. Поэтому будьте очень и очень осторожны. Так, смотрите, еще где-то вылезет наружу какое-то вранье, лицемерие от человека, от которого вы не ожидали. Поэтому с этим человеком вы прекратите всяческое общение. У каждого это проиграется свой человек. Далее, кто-то из вас очистится. Мне показана магия, и, скорее всего, это любовная магия. Ну, либо же вы уже проходите чистку, может быть, в ближайшее время будете, может быть, кто-то и ко мне запишется, да, кто-то к другому пойдет специалисту. Но здесь вы избавитесь от негатива, от магии, и ваша личная жизнь начнет потихонечку налаживаться. То есть здесь избавление от негатива. Также идет избавление от болезней. Возможно, вас мучила какая-то болезнь, могли долго там лечить, да, может быть, не тот доктор, не те лекарства, там, да, не та схема лечения. Но здесь все наладится, скорее всего, вы поменяете доктора, и ну, все пойдет по плану, все будет назначено, как того требует лечение, и
избавитесь от болезни. Далее уйдет еще, знаете, что уйдет, но это скорее будет касаться вашего внутреннего мира. Уйдет какое-то внутреннее состояние напряга, может быть, такие типа панические атаки, вот по типу внутренних таких диссонансных, каких-то дискомфортных энергий. Вот более такое уравновешенное состояние будет. Это может быть еще связано с тем, что может быть, кто-то саморазвитием, да, вот самоанализом займется, кто-то пойдет, может быть, к психологу, к психотерапевту. Поэтому здесь больше устаканится ваш внутренний мир и избавитесь. Кто-то от тревожности, может быть, избавится, кто-то даже от бессонницы, потому что я вижу, что и со сном как-то не очень у вас. Ну, давайте-ка разбираться теперь, что же все-таки придет в вашу жизнь. Что же придет? Придут денежки, ребят. Конец ваших проблем с финансами. Вот у кого сейчас проигрывается, может быть, действительно туго по деньгам, может быть, вы очень мало зарабатываете, либо вам урезали зарплату, здесь идет вообще, класснючая такая ситуация, гляньте. Здесь классно идет по деньгам. То, что у кого-то из вас, может быть, уже семья чуть ли не рушилась из-за того, что вот проблемы с финансами, да, вот ваша жена, может быть, клюет вам мозг, что ты ничего не зарабатываешь, не подрабатываешь и так далее. Денежка появится, поэтому будьте бдительны, не пройдите мимо классной работы. Появится работа. Далее, что еще появится? Кто-то из вас уединится. Вот хочется очень сильно уединения, покоя, может быть, отдыха, но не находите времени, может быть, да, либо же из-за той же загруженности на работе, может быть, дома еще много суеты, работы, каких-то личных дел, и вот все на себя не находите время. Так вот, здесь будет ситуация, когда вот вы просто плюнете на все и на всех и решите вот посвятить какое-то время себе любимому. Может быть, кто-то даже поедет куда-то, да, вот просто, пусть это будут выходные, кто-то на рыбалку, там, на охоту, я не знаю, где угодно, хоть и на шашлыки. Но вот вы решите уединиться, вот покайфовать сам с собой. Отключите все гаджеты, чтобы вас никто не беспокоил. То есть это такой одинокий релакс, да, вот когда можно подумать над разными заботами, проблемами, когда можно, в принципе, разобраться, даже вот мысленно разобраться в каких-то, да, насущных вопросах, где-то принять решение. Ну, то есть будет такая возможность покайфовать в одиночестве. Ух ты, ребятушки, у вас появится выбор из женщин, причем у кого-то может проиграться даже выбор из 2 женщин. Знакомства будет 2. То есть, смотрите, у каждого проиграется по-разному, либо же это у кого-то будет просто 2 знакомства. Вот с одной захотите общаться, с другой нет. У кого-то может проиграться, что они обе вам, в общем-то, понравятся, и станет дилемма, кого же выбрать. Женщины разные, но одна будет выделяться вот скорее таким своим характером. Мечевая королева – это всегда женщина сдержанная, женщина эмоционально холодная, такая рассудительная, логичная. Часто такие женщины могут казаться, вот, как будто у нее там звезда во лбу, да, высокомерными могут казаться. Но на самом деле она немножко другая, это всего лишь внешность. Поэтому, мои хорошие, да, вот именно эта женщина, она может на какой-то период холодная, которая отпугнуть вас, но когда вы с ней будете общаться больше, это будут долгоиграющие, длительные отношения. Ну, сейчас мы разбираться не будем, что там и будет, как. В общем-то, без женщин вы не будете, ребятушки. Так, что еще? Давайте посмотрим, что еще появится в вашей жизни. Но опять-таки мне показана работа, финансы. У кого есть желание и возможности, хотя возможности, в принципе, у вас появятся, даже открыть свое дело,
однозначно, вот дерзайте. Если вы сомневались, если не было там, не хватало денег, вот у вас так сложатся обстоятельства, может быть, кто-то вам одолжить, может быть, кто-то компаньоном еще станет и свою долю вложит в это дело, да. Поэтому, ну, по финансам от слова совсем я не вижу никаких проблем. То есть работа, новая работа будет стоять очень остро у вас в будущем. То есть если вы хотите поменять работу, открыть свое дело, очень успешный, удачный период, дерзайте. У кого-то из вас может появиться даже возможность вот поехать, ну, как бы это, ну, либо же дом отдыха, санаторий какой-то, да. Это будет, ну, опять же, это к слову, да, это мне просто вот пошла почему-то опять-таки информация, как я только что вот буквально озвучивала. Будете, кто-то сам захочет порелаксировать, а у кого-то может появиться возможность вот именно оторваться, поехать, ну, в какой-то дом отдыха, там, куда-то, может быть, в санатории, либо как оно там сейчас называется, я толком не знаю, да. Далее еще что в вашей жизни появится человечек, возможно, это будет даже новый друг, приятель, который будет вашей такой надежной поддержкой и опорой. Вот как-то вы сдружитесь, скорее это будут, ну, рабочие моменты, да, может быть, где-то будете просто по работе пересекаться, может, это у кого-то вот, ну, клиент придет, да, вот вы, к примеру, там продавец, а к вам клиент пришел. И так вы подружитесь, и очень классный, очень верный и надежный друг будет в вашей жизни. Далее человек, с которым, может быть, вы никак не могли наладить общий язык, хотя вы и делали какие-то шаги, да. Ну, то есть это даже не конфликт, это, ну, какая-то такая глупая, может быть, банальная ситуация. Вот, ну, холодочек такой пробежал, легкое недопонимание, недоразумение, могут быть рабочие моменты, могут быть личные моменты с родственниками, с друзьями. Человек, знаете, он ждет вашего шага, но когда вы делаете этот шаг, человек вот как будто отстраняется. Так вот, после того, как этот человечек не шел на контакт, он сам придет к вам. Ну, то есть, либо напишет, либо позвонит. Ну, наконец-то ему стукнет, что все-таки хватит выделываться, да? Пора бы уже как-то утихомириваться и налаживать отношения. Ну, давайте еще разочек посмотрим, что уйдет. Но опять-таки, видите, конфликты. В общем-то, основная тема вокруг да около. Это смотрите, ребят, это немножко по-другому. Это немножко по-другому. Здесь нужно быть осторожным. У кого взрослые дети, либо же внуки, просто можете поругаться. Опять же, поругаться из-за чепухи. Поэтому здесь осторожничайте. Ну, здесь скорее нужно вам свой ум включать, мудрость свою житейскую, да, чтобы не было никаких недоразумений. Вот такой был сегодня расклад. Берите, кому что подходит, переворачивайте под себя. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!